Всем доброго раннего утра. Перед вами Матрёнушка благодатная, та, которая дарит благо. Ее еще называют приумножительница. Согласно легенде, одна крестьянка по имени Матрёна очень хотела родить сына, родить детей. И вот много лет шла к священному камню Алатырь, поклонялась матушке Макуш, богине судьбы, и просила сына. И в конце концов, увидев ее упорство и бесконечную веру, матушка Макуш ее благословила. И сказала ей, что вместо одного сына подарит ей 2 сыновей. Мол, после того, как ты родишь детей, возьми своих детей и заходи в дома людей. И от моего лица благослови их на приумножение. Поскольку она дала ей не одного, а 2 сыновей, то Матрёнушка стала символом приумножения всех благ, которые в доме есть. И имущества, и любви, и счастья. Вот с тех пор все становилось вдвое больше. Прошли века, но люди не забыли эту легенду. И вот с тех пор начали создавать куклы-матанки. Я думаю, знаете, что такое матанки. Это куклы, которые обычно обматываются, не только, то есть не зашивают. Но в нашем случае это можно уже и по-другому делать, потому что матанки, они больше подходят как защитные куклы. Их игла не должна коснуться. В нашем случае можно шить эту куклу. Или вот таким образом. У нее там сзади еще косички есть. Это Яна сделала. Но она смастерится, я, конечно, такой не смогу. Если сумеете сами делать, конечно, делайте. Можете у мастеров заказывать. Сейчас полно в интернете можно заказать. И обязательно вот такого типа должна быть кукла. Не нужно рисовать глаза, потому как считается, что кукла становится частью судьбы того человека, который владеет этой куклой. Не обязательно тот, кто сделал, кто владеет этой куклой, и поэтому перенимает характер этого человека и так далее. И она не имеет своей личности, она становится частью этого человека. И обычно рисовали глаза и прочие куклам, на которых скидывали болезни. Конечно, есть различные уже варианты и версии. Время прошло, и очень многое поменялось. Но в любом случае, у этой куклы и вот у Матрёнушки и у деток не должно быть никаких черт лица. Можете украшать как хотите, можете сделать немного другого типажа, значит, эту куклу. Берете эту куклу в руки, становитесь посреди комнаты или там, где вам удобно, и поворачиваясь на 4 стороны света 4 раза, вот так, как будто ей показываете все свое имущество, которое она должна приумножать. Она как посредница между вами и богиней судьбы, которая ее когда-то благословила, и благодаря этому благословению она родила детей. То есть приумножила ее материнство вдвое, надвое. И то же самое она будет делать с вашим имуществом и со всем хорошим, что в доме есть. Кроме всего прочего, считалось, что Матрёнушка, вот эта кукла с 2 детками, она, как правило, как бы становится такой защитницей дома и не пускает бедность, нищету домой. То есть она защищает дом. Через некоторое время, если эта кукла, скажем, станет
рваться или станет старой, но время проходит. Иногда куклы живут очень долго, то есть существует сотни лет, если правильно за ними ухаживать. Но в любом случае, если через некоторое время с матрёнышкой что-то случается, это означает, что она все зло взяла на себя и сама отдала себя как бы в жертву вместо вас. Почему эти куклы используют? И на самом деле мы же не к куклам обращаемся, мы же не к тряпке и не к бусинкам и прочее, да, обращаемся. И не тряпка нас защищает и помогает. Нет. Дело в том, что любой предмет, который напоминает человека, или птицу, или зверя, если мы активизируем, начитываем заговор, туда вселяется некая душа, дух, который привязывается. То есть это, опять же, напомню вам, предмет-посредник. С предметами-посредниками легче этим силам войти с нами в контакт, поскольку мир материальный, и им намного удобнее с нами контактировать через вот эти предметы-посредники. И поскольку им нужно, вот знаете, вместилище, им нужно что-то похожее на человека или на птицу, ну, смотря на что мы делаем, какой оберег. Поэтому через предмет-посредник мы привязываем эту силу и оставляем служить нам в нашем доме. Вот поэтому они важны и нужны, эти все обереги, куклы и прочее, на которых мы читаем заговор. Оно закрепляется, и вот время от времени это нужно активизировать, усиливать, значит, по новой, начитывая, отдавать определенную энергию этим предметам-посредникам. Вот время от времени берете матрёнушку, неправильно сказала, путаю эти именно матрёнушку в руки, становитесь, поворачиваетесь на одну сторону, читаете, потом на другую 4 раза и ставите на видное место, ее могут видеть. Нежелательно, чтобы трогали чужие люди, нежелательно, но не смертельно, она не теряет свою силу. Но нежелательно, чтобы ее другие трогали. Но стоять она может. И даже если спросят, что это, можете сказать, кукла матрёнушка. Ну, на самом деле, вот информация о таких куклах, о таких легендах мало где можно найти, я вам скажу. Это знают люди, которые занимаются историей, этнологией, понимаете. Вот для таких знаний все-таки нужны исторические знания. Это более глубокие знания, и они мне всю жизнь помогали в составлении ритуалов, заговоров, им именно мои исторические знания. А потом куда-нибудь на почетное место красивое ставите матрёнушку, и вот она будет оздоравливать состояние энергии вашего дома. Через некоторое время просто заметите, что вот была одна машина, и как-то так быстро накопилась на вторую. Была одна квартира, через, может быть, год-полтора вторую смогли купить. Ну, вы сами увидите. Конечно, лучше, если работы проводятся в комплексе, то есть вместе все это чередуется и так далее, потому что чем сильнее ваша связь с миром духов, тем лучше все это работает. Старайтесь время от времени активизировать ваши предметы-посредники дома, защитников, куклы-обереги, куклы-стражники, денежные куклы. Время от времени их активизируйте для того, чтобы они бережно и, значит, надежно охраняли ваше имущество, вашу жизнь, ваш дом. Это не куклы охраняют, еще раз говорю, это не тряпки и пластмасса охраняет. Это те духи, которые привязались к этим предметам. Вы знаете, вы можете забыть, что начитали, но заговор про вас не забывает. Самое интересное. Иногда, вот если вы просто сядете и начнете анализировать, вы с удивлением просто обнаружите, сколько всего хорошего случилось в вашей жизни. Вот прям тетради до и после, до того, как вы начали делать эти работы и после. И вы посмотрите, что вы-то, может, и забыли, начитали там
здесь начитали, там уже и забыли про эти все начитанные работы, когда что читали, особо не помните. Но вот сядете и проанализируйте. А нам деньги на все хватает. Мы все обутые, одеты. У нас очень замечательные, значит, предметы быта. Мебель смогли поменять на дорогую, такую нормальную. Обстановку, ремонт сделали. Я себе украшения купила. Я себе там вещи купила дорогие, хорошие, качественные. Машину смогла поменять. Дачу купили и так далее. Это я говорю о том, вот как обычно люди мне пишут, что, вы знаете, я уже и забыла, что я там сделала месяца 2 назад, что там сделала. И как внезапно потом я вспомнила, я же 2 месяца назад сделала ритуал на то, чтобы машину получить новую. И потом меня, говорит, прям как током ударило, там, через несколько дней, когда я нашла очень хороший подходящий вариант. Человеку нужны были деньги, срочно продавал, вдвое, чуть ли не вдвое меньше. И я говорю, да ты что, я же месяца 2 назад сделала этот ритуал, я вообще забыла про это. Вот иногда бывает, вот внезапно вспоминают люди, что, а правда же, я ж недавно сделала, и вот смотри, вот уже сработало, да. Вот я к тому, что всегда поддерживайте свою связь с силами, которые помогали вашим предкам, которые называли ваших предков своими детьми, с родными богами. Они все родные боги. Вот невзирая на то, будете вы обращаться к славянским богам, к африканским богам, к богам кавказским, закавказским, без разницы, понимаете? Они все родные боги, потому что когда-то эти боги были сильны, люди им поклонялись, и тогда вот если человек переезжал или просто торговал, купцы, например, когда оказывались на земле других народов, они почитали богов этого народа, и тогда спокойно могли торговать, знали, что у них будет удача, что боги к ним благоволят. То есть, понимаете, какое было великое уважение к этим силам, огромная вера. И эти боги, они были, как бы относились к человеку как к своему чаду, не как к рабу. Естественно, поэтому от них помощь была намного больше. И вот сейчас, когда вы проводите эти ритуалы, то есть вы возвращаетесь к родным богам, вы понимаете, что, знаете, я иногда с сочувствием смотрю на людей нашего века, как они загнали себя в угол этими всеми грехами, этими всеми страданиями, которые они обязаны и должны почему-то перетерпеть и так далее. И ты понимаешь, что насколько ты свободна от этого всего, насколько ты правильно живешь, насколько у тебя ясный ум и понимание, что в этом мире, что там, вне этого мира. Почему не надо бояться этих сил, которые вокруг нас, и не чураться, и не пытаться от них избавиться, и там дружить с ними, и иметь свою пользу от них. И ты, когда начинаешь сравнивать свою жизнь, свое мировоззрение с этими людьми, ты понимаешь, насколько тебе повезло, что тебе глаза открыли и помогли видеть реальность и правду. И что тебе не надо, ты не вынуждена теперь думать о том, что ты обязана терпеть какие-то мучения ради кого-то, который вообще непонятно. Помните фильм «Адвокат дьявола»? Ради кого ты эти камни носишь? Ну вот эти камни зачем тащишь на себе? Зачем ты самобичеванием живешь? Боги создали человека для счастья, чтобы он счастливо жил, творил блага. Несчастный человек не хочет ничего творить. Несчастный человек начинает других ненавидеть и озлобляется. Очень-очень редко, чтобы человек был настолько высокой просто личностью, чтобы планка души была такой высокой, на таком высоком уровне, чтобы вот эти все страдания его не озлобили и не лишили его способности сочувствовать и творить благое дело. Это редкие люди. Но в основном человек, которому есть нечего, чей ребенок там перед глазами умирает, потому что нечем платить за, значит, лечение, человек, который
несчастен и он страдает, он не может быть благим, хорошим, добрым. За историю человечества, посмотрите, творили благо для народа только счастливые правители. Счастливые правители. Всеволод Большое Гнездо, у него много детей было, поэтому так назвали. Он был счастлив с женой, поэтому счастливо правил и очень много блага принес миру. Юрий Долгорукий был очень несчастен, его женили без его ведома на кипчакской ханше, не любил он ее. И был очень несчастный человек, всю жизнь воевал, всю жизнь до престола Киева добираться пытался, в конце концов на старости лет добрался, но сын не захотел Киев, значит, продолжить взять его наследство. Несчастный был человек. Значит, Владимир Креститель, невзирая на то, что он, конечно, предал веру предков, в любом случае он правителем был сильным и очень много сделал. Он был счастливый человек. Он был счастлив со своей новой супругой, византийской царевной Анной. Ярослав Мудрый был несчастлив, жена не любила его, он был, значит, хромой и очень больной человек, но был очень мудрый и очень, просто великая душа, которая не озлобилась. Но в любом случае, говорю, редкий случай. Иван Грозный, пока его супруга Анастасия была жива, он был сильный царь, все ему завидовали, Русь процветала. Когда ее не стало, он стал одинокий, несчастный, и кроме боли и крови ничего не принес своей стране. Понимаете, о чем я говорю? Что не верьте никогда, что нищий, несчастный, искалеченный душой, то есть озлобленный человек, он будет приносить блага другим. Ничего подобного. Поэтому не надо чувствовать себя виноватым из-за того, что вы хотите быть счастливыми. Потому что вы будете счастливы и будете счастье дарить. Невозможно дать то, чего у тебя нет. Если тебя не любили, ты не можешь любовь дарить. Если ты несчастлив, ты не можешь счастье другим дарить, правда? Вот поэтому стремитесь этими работами быть счастливыми людьми, чтобы своим счастьем поделиться с другими, чтобы и другим помочь, чтобы делать много благих дел. Надо самому сначала быть счастливым. Итак, я вам уже объяснила, каким образом это делается. А теперь, значит, слова заговора. На берегу реки Смородина стоит камень Алатырь. У камня того престол золотой. На престоле сама матушка Макош восседает. Кому дарит счастье, а кого исцеляет. Склонилась низко Матрена у ее священного трона. Даруй мне, матушка, сына. Лишь о нем бы я тебя попросила. Ласково сказала ей Макош. Дарую тебе дитя, да вместо одного сразу двоих. Сама счастье обретешь, да другим поможешь. Их добро вдвое приумножишь. Как родишь своих деток, с ними в дома людей входи, и счастье их вдвое приумножай. И мне, и им службу сослужи. Через 9 лун родила Матрена 2 сыновей-богатырей, и с тех пор с сыночками в дома заходит, счастье да удачу хозяевам приносит. Исполняет Макоша веление, дарит нам богов благословение, да процветание, да приумножение. Матрена, Матрена, у меня живи, в доме моем добро собери, и добро сие приумножай. Одно станет 2, 2 станет сотней, а сотням великое множество благ и даров. И да будет в этом доме великое счастье. Истинно так. На берегу реки Смородина стоит камень Алатырь. У камня того престол золотой. На престоле сама матушка Макош восседает. Кому дарит счастье, а кого исцеляет. Склонилась низко Матрена у ее священного трона. Даруй мне, матушка, сына. Лишь о нем бы я тебя попросила. Ласково сказала ей Макош. Дарую тебе дитя, да вместо одного сразу двоих. Сама счастье обретешь, да другим поможешь.
их добро вдвое приумножишь. Как родишь своих деток, с ними в дома людей входи, и счастье их вдвое приумножай. И мне, и им службу сослужи. Через 9 лун родила Матрена 2 сыновей-богатырей, и с тех пор с сыночками в дома заходит, счастье да удачу хозяевам приносит. Исполняет Макуша веление, дарит нам богов благословение, да процветание, да приумножение. Матрена, Матрена, у меня живи, в доме моем добро собери, и добро сие приумножай. Одно станет два, два станет сотней, а сотням великое множество благ и даров. И да будет в этом доме великое счастье. Истинно так. На берегу реки Смородина стоит камень Алатырь. У камня того престол золотой. На престоле сама матушка Макош восседает, кому дарит счастье, а кого исцеляет. Склонилась низко Матрена у ее священного трона. Даруй мне, матушка, сына, лишь о нем бы я тебя попросила. Ласково сказала ей Макош: дарую тебе дитя, да вместо одного сразу двоих. Сама счастье обретешь, да другим поможешь, их добро вдвое приумножишь. Как родишь своих деток, с ними в дома людей входи, и счастье их вдвое приумножай. И мне, и им службу сослужи. Через 9 лун родила Матрена 2 сыновей-богатырей, и с тех пор с сыночками в дома заходит, счастье да удачу хозяевам приносит. Исполняет Макуша веление, дарит нам богов благословение, да процветание, да приумножение. Матрена, Матрена, у меня живи, в доме моем добро собери, и добро сие приумножай. Одно станет два, два станет сотней, а сотням великое множество благ и даров. И да будет в этом доме великое счастье. Истинно так. На берегу реки Смородина стоит камень Алатырь. У камня того престол золотой. На престоле сама матушка Макош восседает, кому дарит счастье, а кого исцеляет. Склонилась низко Матрена у ее священного трона. Даруй мне, матушка, сына, лишь о нем бы я тебя попросила. Ласково сказала ей Макош: дарую тебе дитя, да вместо одного сразу двоих. Сама счастье обретешь, да другим поможешь, их добро вдвое приумножишь. Как родишь своих деток, с ними в дома людей входи, и счастье их вдвое приумножай. И мне, и им службу сослужи. Через 9 лун родила Матрена 2 сыновей-богатырей, и с тех пор с сыночками в дома заходит, счастье да удачу хозяевам приносит. Исполняет Макуша веление, дарит нам богов благословение, да процветание, да приумножение. Матрена, Матрена, у меня живи, в доме моем добро собери, и добро сие приумножай. Одно станет два, два станет сотней, а сотням великое множество благ и даров. И да будет в этом доме великое счастье. Истинно так.